Привет, друзья! С вами Илья с канала Моточайник. Ребята из канала Stantex пригласили меня поклеить вот этот шикарный мотоцикл Yamaha VR в наклейке графику от компании RMG. Все ссылки будут в описании на RMG, на мой канал, естественно. Я думаю, стоит приступать. Поехали! Для того, чтобы приступить к поклейке мотоцикла, вам необходим минимальный комплект инструментов. Начнем с фена. Это обычный строительный фен. Как я уже говорил много раз, никакой бабушкин, мамин фен для волос не подойдет. Должен строительный фен быть с хорошей температурой. В идеале, если у него есть сзади термометр, табло. Если нет, можно проверять рукой, потому что пленку нельзя перегреть. Далее нужен обезжириватель. Я использую вот такой с распылителем. Очень удобная вещь. Также нужны тряпки, которые не оставляют волокон. Бумажная и обычная. Главное, чтобы не оставляло волокон, потому что волокна под пленкой — это будут пузыри, будет мусор, все это не подойдет. Также вам нужен ракель. Это, как вы называете, шпатель, на самом деле называется ракель. Вот с такой бархоткой, чтобы не царапать пленку при укладке. Это для укладки пленки. И нужен нож, очень острый, специальный, профессиональный. Советую вот такие вот вещи, как фен, ракель и нож, покупать профессионально. Они недорогие, но никаких проблем у вас в дальнейшем с ними не будет. Друзья, для того, чтобы начать клеить мотоцикл, во-первых, надо избавиться от старых наклеек. Чуть позже я вам покажу, как это делается. Ничего сложного в этом нет, но некую технологию все равно нужно соблюсти. Либо, если у вас старый пластик, вот на этом мотоцикле поставлен уже новый пластик. Если у вас старый пластик, его нужно подготовить. Конкретно вот на этом пластике, если обратите внимание, есть сильные выщербленные, то есть, видавшие виды, как говорится уже. Вот это все в идеале зашлифовать, потому что все сюда будет попадать грязь, вода, и рано или поздно пленка отвалится. Вот на такой не советую клеить. В идеале, конечно, когда он новый. Мы будем клеить на абсолютно новый пластик. Приступаем к демонтажу наклеек. Для этого обязательно разогреть старый клеевой слой, чтобы они легче отошли. Разогрев можно проверять просто пальцами, если у вас нет термометра. Ее не надо сжигать, наклейку, иначе вы просто ее испортите. Если все хорошо нагрето и наклейка пошла отклеиваться, вот это прям видно, как она легко отходит, то вы уберете наклейки, и на пластике не останется никаких следов. То есть пластик здесь под ней гладкий. После того, как вы определились, какие наклейки куда идут, потому что их большое количество, конкретно перед наклейкой обезжириваем вот эту часть. Стараемся оттереть абсолютно все мелкие вот эти брызги, детали, потому что вот эта часть у нас остался старый пластик. Обязательно оттереть клей, если он остался от старых наклеек. Вот здесь у нас попали маленькие точечки. Я так понял, что то ли краска, то ли битум с дороги, потому что конкретно вот эта часть пластика осталась старой. Лучше их убрать, потому что под пленкой это все будет читаться. Аккуратно ведем, пузыри все уходят. При сухой поклейке возможно попадание пузырей. Это ничего страшного в этом нету. В течение недели пленка усядется и крупные пузыри уйдут. А вообще пленка усаживается около месяца. Старайтесь сильно не нагревать пленку, иначе можно испортить ее структуру. То есть пленка должна быть не более 80 градусов. После того, как она села на пластик, хорошенько прогреваем до тех же самых 80, можно даже чуть побольше, до 90 градусов. При нагреве активируется клей, и пленка окончательно усаживается. За клей браться можно, но если руки очень чистые. Так, ты смотри по краям, вон там что подошло. И центр лег. Лег? Нет, не лег, у меня чуть-чуть. Лег у тебя край? Погоди. Край, да. Не. Так, прижимай чуть-чуть центр. Здесь смотрю. Нет, не попал. Что не попало? Все, не попал. Давай еще. Если не попал, ничего страшного. Клей пока не активирован, его можно снимать периодически. На воду клеить очень не рекомендую. Многие советуют клеить на воду, но на воду уложить вот такие сложные поверхности будет очень тяжело, потому что вода не позволяет клею сработать. Сейчас чуть-чуть подвинем. То есть основная часть — это подгонка. Сначала надо ее просто уложить. Идеальное прилегание никогда не будет, особенно на таких поверхностях.
надо пользоваться феном и кое-где подрезать ножом. И так постепенно пленка укладывается на свои места, принимает форму этого крыла. Из плоской становится объемной. Самое главное делать это из центра, иначе пузыри будут возвращаться назад и оставаться там. Ей еще время нужно, чтобы усесться. Иногда до полмиллиметра отходит пленка, когда садится. Ну, таким вот образом. Но это одна из самых сложных деталей, сразу говорю, поэтому вообще идеально без пузырей сразу не получится никогда. Они прям миллиметр в миллиметр сделали. Все, у меня четко. Приложи. Четко? Все, пока не прикладывай с центра. Ой, блин. Нормально. Производственные травмы. Ну, надо заметить, RMG качественно подходит к пленке. Каждую линию прорисовали. Тепло тебе? Тепло тебе, говорю. Тепло, да. Для меня весна наступила. Можно уже на мотике выезжать. Катать. О, вот так вот у нас очертания потихоньку появляются. В этом месте равняем всегда по вырезу. По вырезу и по углам, чтобы легла ровно. Конкретно вот этот защитный щиток придется снять по той причине, что наклейку нам сделали полностью облегающий этот щиток. И здесь будет неудобно клеить. Будет немножко сложнее на снятом щитке, потому что он небольшого размера. Но со сложностями справимся. Блин, а тут что за выступ? Да. Не предусмотрели маленько. Вроде легла. Пленка — это плоский лист, а вот эта штука трехмерная настолько, что пленка с ней до конца борется. Хочет ее выпрямить. Здесь неожиданное препятствие организовалось, не прорезанное. Вот небольшая несостыковка из-за того, что вот под это не было рассчитано. То есть это сильно выпуклая плоскость. Из-за этого пленка вот сюда пошла. Вот такая вот штука. Для поклейки боковинки сиденье рекомендую демонтировать, потому что много элементов заходит под сиденье, чтобы не мучиться насчет этого. Так, тут самое главное подогнать все по отверстиям. Давай, у нас держи на этом и он на том. Те твои два, а тут больше и нет. Прямо в дираке наложу там, но не близко, чтобы не подгорело. Насчет вот этого бокового сразу говорю, он имеет очень много различных плоскостей, и рассчитывать на то, что подгонится, можно не рассчитывать. То есть он либо здесь не подгонится, либо здесь не подгонится. Поэтому мы выбрали вот эту часть. Здесь можно аккуратненько подрезать, будет все нормально. Если вот эти дырки не попадете, то смысла уже не будет, тут уже ничего не подрежешь. Поэтому тут выбираем меньшее зло. Прогреваем обязательно там, где морщины, пластик, наклейка будет выравниваться. Ни разу еще сколько клеил, вот здесь не совпадало никогда. На будущее всем скажу, вот этот элемент один из самых сложных, поэтому клейте его аккуратно. Че, вы так долго еще ничего не снимали? А так выглядит все быстренько. Раз, все готово. И все так посмотрят. Ой, я тоже так смогу, смотрите, как у ребят быстро. Да, фигня. Я руль-то, помню, снимал на чем? На мотоксе, заманался просто. Полдня фигачил. А я смотрю по рисунку, стараюсь, чтобы Stantex подогнать логотип. Просто дырку-то можно подрезать чуть-чуть, а вот логотип сместиться не очень хотелось бы. Самое главное — разглаживать из центра, чтобы пузыри выгонялись отсюда в края. И сильно феном вниз не опускайте, потому что иначе вот эти края фен расплавит пленку, и она начнет приклеиваться. Теперь самое главное — прощупать все эти ребра, которые на хвосте. Вот одно ребро пошло, второе ребро где-то здесь. Вот оно. Где-то тут тоже ребро было.
Еще раз скажу, на пузыри не обращайте внимания, вот такие пузыри все выходят. Не надо их мучить, не надо подрезать, не надо пленку долбить, там давить. Все это выйдет со временем. Вот такая красота у нас получилась. Глянец играет. Так, значит, на этой части мы столкнулись с некоторой сложностью. Конкретно у Ямахи вот этот пластик имеет некую фактуру. Что можно сделать с этой фактурой? Либо просто приклеить на нее пленку, либо в дальнейшем выровнять фактуру, сделать гладкой, и тогда пленка будет сидеть идеально. Если просто приклеить пленку, получится некие воздушные полости, сюда будет попадать грязь, вода, и рано или поздно пленка слезет. Ну, на данный момент сейчас наклеим, а там дальше будем смотреть. Либо будем полировать эту фактуру, либо оставим просто без наклейки в дальнейшем. Края прижариваем феном посильнее, потому что это самый такой тонкий момент. На краях всегда пленка отходит первым делом. Чтобы клей расплавился очень сильно. Около бака с феном осторожнее. Температура хорошая. Испарение, спираль горящая. Все такие моменты, которые могут загнуться от одежды, от ботинок, там, от всего. Это все надо подрезать. Тут вообще не совпадос. Ну, вот так тогда. Ладно, нижний подрежу. Только этот квадрат попадем. Небольшая несостыковочка. Бывает. Нормально, нормально. Но лучше уже не сделаешь. Вот это все равно обрезать придется. Это накладка на маятник специально, навороченная. И она немножко шершавая. На нее тоже можно приклеить, но гарантия стопроцентная, что хорошо держаться пленка будет, такой гарантии нет. Поэтому, если хотите, чтобы все было идеально, нужно это все приводить в гладкий вид. Лучше побольше прогреть, чтобы клей прям впитался в поверхность. Ну, почти как по циркулю. Готово. Друзья, мы закончили. Ушло у нас на это все порядка 5 часов. Скажу честно, есть некоторые сложности, потому что я клею на сухую, то есть чаще всего советуют клеить на мокрую. Чем лучше клеить на сухую, то что пленка ложится сразу. Но подгонять надо идеально, прогревать хорошо, то есть нужен какой-то опыт для этого. Если нет опыта, можете попробовать на воду, на мыльную воду и так далее. Ну, я в этом вам не советчик. Насчет дальнейшей эксплуатации пленки и некоего технического обслуживания. Пленку через неделю обязательно нужно прогреть феном, прогреть так же, как я прогревал при поклейке, то есть до 80, может даже до 90 градусов, проверять, смотреть, чтобы она не плавилась. И еще раз прожать все углы, посмотреть внимательно, чтобы все прилегало, потому что кое-где может пленка отойти, это ничего страшного, пугаться это не надо, это неплохая пленка. Обязательно прогреваем все. Проклеиваем еще разок, руками проглаживаем, все. В дальнейшем, что касается эксплуатации, эксплуатируем как обычную покраску, то есть пленка от покраски слабо чем отличается, также царапается, также затирается. Вот. Единственное, что при демонтаже вы снова получаете новый пластик, который как и был, то есть она несет защитную функцию, и надоест дизайн всегда можно переклеить. Что касается материалов, пользовались пленкой из компании RMG, они нам ее прислали, сделали дизайн, пленка очень хорошая, качественная, уже не первый раз пользуюсь. Обращайтесь, ссылки внизу в описании. Также заходите на мой канал, канал Моточайник, тоже ссылка будет, я там занимаюсь подбором мотоциклов, покатушки и так далее. Спасибо, с вами был Илья, до свидания.